Если вы донатер или хотя бы засматриваетесь на возможность того, чтобы задонатить в игру, чтобы покрутить карточки, конечно же, самым главным и ключевым сегодняшним контентом будет новый эпический пак вместе с Пушкашем, Пеле и, конечно же, Кройфом. Но перед этим давайте обсудим новую кампанию, которая не то чтобы заменила предыдущую, она, по сути, ее продолжает. И вместе с ней продолжаются некоторые раздачи плюшек, которые мы как раз-таки вот сейчас и обсудим. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. По своей сути ностальгическая кампания продолжается, только на сей раз она уже непосредственно отсылается к самому 30-летию, если предыдущая кампания вроде как делала референсы в сторону предыдущих частей PES, то теперь буквально-таки 30-летие, темно-золотое оформление и продолжающиеся раздачи плюшек. Например, за вход в игру каждый из пользователей получает по бесплатной карточке Лионеля Месси, как-то ни странно, и теперь Ламина Ямаля, с чем испанца, естественно, можно поздравить, поскольку став амбассадором этой игры, став одним из ключевых лиц этого проекта, он так же, как и Месси, теперь на каждую кампанию будет получать по одной бесплатной карточке. Также в рамках данной кампании продолжается количество клеточек, которые мы проходим в круге почета, то есть, если вы забьете пенальти, вы будете проходить не 6 клеточек, а, по-моему, 9. Конечно же, обновились цели, за что мы получим поинты прокачки, новую форму, в которой как раз-таки и предстали Ламин Ямаль и Лионель Месси, монеты, конечно же, один селективный контракт на новый эпический пак, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже, ну и также оставшиеся крутки на бигтаймовский пак. Это отдельная тема для разговора, поскольку с сегодняшнего дня он также стал доступен в игре, но и его успеем упомянуть. Сейчас самое главное отметить то, что помимо вот этих 20 круток, которые мы фармили до этого, у нас есть возможность заработать еще немного. Правда, не факт, что они смогут изменить ситуацию, потому что помимо бигтаймовских игроков в паке и без того немало других футболистов, но это мы забегаем вперед. Теперь же касаемо паков, которые сегодня появились в игре. Команда недели достаточно интересная, причем на моей памяти это чуть ли не первая команда недели, в которой присутствуют аж несколько игроков от одной команды, по трое футболистов от ПСЖ и Мадридского Реала, два футболиста от Челси и, по-моему, по одному футболисту по каждой из южноамериканских команд, которые до недавнего времени еще оставались на клубном чемпионате мира. Рейтинги, конечно, звезд с неба не хватают, если сравнивать лишний раз с теми же самыми эпиками, но для фри-то-плейных составов какое-никакое, но разнообразие. Причем знакомые нам футболисты представлены на не совсем привычных для себя позициях. Например, Арда Кюлер на позиции центрального полузащитника со стилем дирижер, в то время как Дуэ на позиции центрального нападающего. Ну и дебютант в лице Гонсало Гарсия. Ну и, конечно же, эпический пак, который сменил с собой предыдущий ностальгический пак с Баджо, с Адриано, с Пике, и теперь мы отсылаемся к мировой классике. По сути, данный набор так и называется, и в нем представлены Пушкаш и Пеле, которые в eFootball, да и вообще в целом за всю историю серии PES, дебютируют в проектах от Konami. Ну и если вы не крутили молодую версию Йохана Кройфа за Аякс, то вместе с ними он также представлен, только уже на сей раз от сборной Голландии. Думаю, что большинство из вас с Кройфом так или иначе знакомы, понимают, что он себя представляет, понимают, на что он способен, поэтому немножко сосредоточимся на Пеле и Пушкаше. Если я ничего не путаю и мне не изменяет память, то Пеле становится первым эпическим футболистом, заметьте, эпическим футболистом, чей рейтинг основной, не номинальный, а вот именно что основной отображаемый рейтинг достигает 107 пунктов. Представлен он как центральный нападающий со стилем оттягивающийся форвард, что уже может оттолкнуть некоторых из пользователей. Но у меня никогда не было проблем с оттягивающимися форвардами, поэтому стиль меня более чем устраивает. В принципе, по цифрам у него все так, как я, в принципе, и предполагал в предыдущем ролике. Единственный момент, с которым я не угадал, и все произошло вплоть до наоборот, это по
пасы. На это мне указали и в комментариях под предыдущим роликом, за что респект ребятам, и сами Konami распорядились таким образом, что пасы у Пеле будут, ну, более-менее сносными. И, наконец-то, мы получаем достаточно универсального форварда, который и может пробить поворотом, и который может убежать от соперников, и, самое главное, отдать передачу. Более того, именно Пеле становится первым игроком в eFootball, который получает аж целых 2 донатных навыка на одной карточке. Это скоординированные удары и скоординированные пасы. То есть, вот, опять же, я говорил, что, скорее всего, цифры пасов у него будут, ну, не самые высокие, а все получилось да наоборот, так ему еще и навык накинули. Пушка тоже выглядит очень даже интересно. У него, в принципе, также достаточно сбалансированные цифры. У него также нет проблем с умением атаковать, правда. Ну, вот именно умение атаковать, конечно, выглядит немножко слабовато. Зато реализация приближается почти к 100 пунктам. Вопросы вызывает разве что его стиль. Это лис у ворот, который, как я упоминал в ролике про бигтаймы, достаточно редкий стиль у футболистов. Поэтому этот момент также может стать этаким камнем преткновения для тех, кто хоть как-либо, но засматривается на нового Пушкаша. Если же вы стали счастливым обладателем этих 2 карточек, то, конечно же, приглашаю вас в комментарии под этим роликом, чтобы вы поделились своими впечатлениями от этих 2 игроков. Касаемо же подарочного бигтаймовского набора, он стал доступен. Мы можем наконец-таки потратить все те крутки, которые мы копили за эти 2 недели, но есть одно но. 12 бигтаймовских игроков, где-то 15 или где-то 16 хайлайтовских игроков, которые не являются новыми карточками, а по сути, так же как и бигтаймы, были выдернуты из предыдущих донатных наборов, в то время как все оставшиеся игроки — это ГПшные футболисты. А игроков в паке, попрошу заметить, 300 штук. Получается, вот эти 20 круток и еще где-то 6-7 дополнительных круток за выполнение целей в рамках новой кампании, по сути, как капля в море. Но в то же время забавно наблюдать за тем, как до всего этого люди писали, что вот, бигтаймы по нынешним меркам уже слабые, цифры неинтересные, но и сейчас некоторые из них во всеуслышание заявляют, что вот, Konami опять обманули, опять 300 игроков, и опять никто не выпал. Но, как и всегда, правда посередине, цифры у бигтаймов на данный момент и вправду не самые высокие, и в то же время действительно обидно, что нафармив столько круток, за них, возможно, даже никто и не выпадет. Про селективный контракт, которого я упоминал, также сегодня появился в игре, но так же, как и в случае с бигтаймовским набором, на данный момент он недоступен. Он будет доступен только 24 июля. В отличие от бигтаймовского пака, нам известно, что как минимум в этом паке будут эпики, и раскрыта только одна эпическая карта на данный момент. Это эпическая карта КК. Из чего можно сделать предположение, что помимо КК, все остальные эпические игроки также, возможно, будут новыми, которые ранее не фигурировали в донатных наборах. Если верить сообщениям Konami, которые касаются компании и непосредственно вот этого раздаваемого пака, то в данном наборе должно появиться где-то 15 эпических игроков. 4 из них Konami презентует уже в следующий четверг, то есть ровно через неделю. Но в отличие от бигтаймов, хотя бы здесь будет один селективный контракт. И вот такое вот оперативное обновление получилось в eFootball. Ваше мнение касаемо всего увиденного и услышанного буду ждать в комментариях под этим роликом. Делитесь своими впечатлениями от появления Пеле и Пушкаша. В целом делитесь уловом с бигтаймовского пака. Ну и, конечно же, своими предположениями касаемо эпического пака также не забывайте делиться. Не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые. И прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!